Это Salesmania. Добрый день. Если ты узнаешь что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Наша очередная тема – путевой лист в Excel. Легко, быстро и надежно вы снимете у себя головную боль по заполнению данного документа. Прежде всего, для чего он нужен? Путевой лист нужен для бухгалтерии юридических лиц и для сотрудников налоговой инспекции. Он позволяет учитывать расходы на ГСМ и при этом вычитывать их из налогооблагаемой базы в зависимости от той формы налогообложения, которая в компании применяется. Цель – уменьшить сумму уплачиваемых налогов. Теперь давайте рассмотрим, откуда берутся расходы топлива. Данная информация регламентирована, и каждая страна имеет свой источник этих параметров. Как правило, в Беларуси используют постановление транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. А в различных странах это может быть по-разному. Некоторых даже берут инструкцию к автомобилю, к транспортному средству, и оттуда они вписывают себе эти нормы. Вот я ввел Nissan Qashqai, к примеру, нажал поиск по таблице, мне вывалились все модификации Nissan Qashqai. К примеру, нажимая на нужный мне двигатель, которым оснащен этот автомобиль. И мне вот показывает, что легковой автомобиль Nissan Qashqai, 2 литра инжекторный, двигатель мощностью 106 киловатт, линейная норма у него 8,8 литров бензин. Если нам необходимо учитывать более скрупулезно, то есть возможность в путевом листе проставлять либо это трасса, либо городской режим. Эти нормы расхода можно тоже уточнить в своей бухгалтерии, и тогда вам будет учитываться этот расход более тщательно и более подробно. Так выглядит путевой лист. Сколько нервов я на нем потратил, заполняя, и думаю, что я не уникален. Многие люди его заполняли, кто использовал свой транспорт для служебных целей. И времени, во-первых, убивает много. Плюс, если где-то ошибся, приходится его уничтожать, все начинать заново. С этой целью мы разработали электронное заполнение путевого листа. Тут я вам могу показать. В верхней части можно почитать его инструкцию, как это происходит. Есть один нюанс, желтым выделен. Даже сделали так, что он учитывает трассу или городской режим. Вот в этой части, вот здесь сзади. Можно его, ну даже не можно, а нужно его заполнять. Я сейчас уничтожу. Ну, как заполняется шапка, я говорить не буду, потому что нету смысла здесь. Номер путевого листа, за какой период нужно, какой водитель, какая организация, вот, марка автомобиля, госномер, водительское удостоверение и так далее. Дальше здесь проставляется, возьмете из бухгалтерии данные по расходу на трассе и в городе, который дает регламент использования транспортных средств. И, к примеру, вносим таким образом. 2.8.2021 года. Занесли. Во сколько мы выезжаем? К примеру, мы выезжаем в 9 часов. Занесли в 9 часов. Показания спидометра при выезде отмечаем 560 250, допустим. Ну, не играет роли. Дальше. Заносим остаток топлива, сколько его в баке находится, к примеру, 50 литров. И начали ездить. Ездили, подъехали, к примеру, к заправочной станции и решили плеснуть еще 15 литров. Отмечаем топливо АИ-95. 15 литров. И проехали, допустим, 170 километров. Вот он вам рассчитал необходимую информацию, расход топлива по норме, фактический расход. И здесь еще мы поставим, во сколько вернулись домой, допустим, 17 часов
Все, в наряде у вас 7 часов рабочего времени. Километраж, проехав 170 километров, у вас по возвращению в гараж показания спидометра должны быть 560 430. Остаток топлива на возвращение у вас 51 литр 400 грамм, потому что вы в пути произвели заправку 95-м бензином 15 литров. Если бы вы заправку не производили, то у вас осталось бы 36 литров. Он учитывает именно вот эти вот нормы расхода. Если вы здесь поставите то, что вы ездили не по городу, а по трассе, буквочку Т, то у вас расход топлива поменяется, и остаток топлива тоже поменяется также. Стояли, ну и решили поехать на работу 5.8.21 года. Вот. Решили выехать вы 15 часов, 15:00, а вернулись в 19:36. Вот. 3 часа 36 минут вы были в наряде, у вас было время. Поехали вы, безусловно, возврат ставится по возвращении. Проехали вы, допустим, 35 километров. Вот опять он у вас все посчитал. Остаток топлива по возвращению в гараж 35. Соответственно, раз вы машину поставили, ночью вы простояли, утром вы садитесь с данным же остатком топлива. И начинаете движение следующего дня. Таким образом, у вас в пробег суммируется, получается, 205 за период. Расход топлива 14 700, 14 700. Вот. Экономия, да, если у вас будет перерасход, потому что расход топлива учитывается по норме, то у вас будет здесь или экономия, или перерасход отмечаться. Рассмотрим еще одну возможность. Если вы ездите на машине по служебным делам, то вы ведете записи в разрезе каждого дня, как я вам указал это ранее. Но бывает, что вы используете свой автомобиль, который находится в аренде у предприятия, для своих личных целей. К примеру, вот эти дни у вас были будни, потом вы начали в субботу-воскресенье ездить по своим делам. То есть, соответственно, 6-7 число вы не записываете, а в понедельник, 9 числа, вы выходите на работу. То вы делаете следующим образом. 9, 8, 21, записываем дату. В 9 часов вы выходите на работу, и в показаниях спидометра на выезд вы ставите не... Здесь, видите, формула есть. Вы ее ломаете и прямым отображением спидометра, который вы намотали за выходные дни, отражаете здесь. К примеру, вы намотали 35 километров, то есть будет пробег 560 500. 560 500. Вот. Все пересчиталось, пробег за выходные дни у вас не учитывается, и вы за день проехали 170 километров. И вернулись домой 23:00. Таким образом, у вас отобразилось, что в наряде 13 часов, 170 километров проехали, и топливо у вас учитывается не то, которое вы налили, а то топливо, которое вы использовали для служебных целей. То есть внутри вот этих дней выходных, которые находятся между 5 и 9 числом, вы это топливо не учитываете. Таким образом, у вас отображается остаток топлива при возвращении при выезде, учитывая только рабочие дни. Этим мы достигаем еще одного удобства. Вы можете отдельно вести учет по служебной выработке автомобиля, не учитывая те дни, по которым вы ездили для собственных нужд. Очень удобно, очень хорошо. Если даже где-то вы ошиблись, вы можете подправить. Потом можно сделать следующую вещь. Если IT-менеджеры ваши подстроят вот эту форму под заполнение электронное бланка путевого листа, то, соответственно, вам даже заполнять не надо. Вы у себя на компьютере это все заполните, кидаете на принтер, и у вас уже выезжает
распечатанный путевой лист. Останется только проставить оригиналы своих подписей, и документ готов. Либо вам, видя вот эту информацию, предварительно заполненную в электронном варианте, тут не надо вам использовать калькулятор, просто берете и рукописно переносите информацию вот эту, копируете сюда. У вас высвобождается мозг от работы по подсчету, по исправлению и так далее. Пожалуйста, пользуйтесь, если вам интересно, лайкните и расшарьте данную информацию по своим коллегам. Для получения пробного файла путевого листа, который вы сможете погонять на практике, вам необходимо подписаться, лайкнуть, поделиться и написать мне вашу почту, на которую я вам отправлю ссылку для скачивания. Всего хорошего!